Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого дракончика, девочку в платье. Вот посмотрите, какая красивая игрушка. Мы уже с вами вместе вязали дракончика мальчика. Вот. И дракончик девочка. Они вяжутся практически одинаково. Отличие вот вывязывания: у мальчика есть вот такой животик, у девочки, так как платьице, этот животик не нужен, и вывязываем вот такое платье. Также отличие в оформлении глазиков. У мальчика мы вышивали вот такие веки, а у девочки я сделала вот такие реснички. И также отличие в пришивании крыльев и вывязывании вот гребня. У мальчика идет вот через всю игрушку и до кончика хвостика. У девочки я вышиваю только вот сверху, далее я не вышивала. И также пришиваются крылья у девочки вот на платье близко друг к другу, у мальчика вышиваем близко вот к этим гребням. Ссылку на мастер-класс мальчика я оставлю на видео и под видео в инфобоксе. Переходите, вяжите вот такого мальчика. А сегодня мы с вами будем вязать вот такую девочку. По сантиметрам игрушка вот до 25 сантиметров. Как вы видите, игрушка не маленькая, такая, ну, очень красивая. И вот для дракончика девочки я буду использовать пряжу 4 цветов. Это пряжа Himalaya Dolphin Baby в 100 граммах 120 метров. Вам немного потребуется белой и желтой пряжи, меньше чем пол мотка розовой пряжи и где-то половина мотка зеленой пряжи, возможно немножко меньше. И буду использовать крючок 4 миллиметра. И начинаем вязать ножки. Берем желтую пряжу, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду у нас получилось 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2. Вот у нас первая прибавка. Итак, вяжем до конца ряда. И в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Это третья прибавка, четвертая, пятая прибавка и шестая прибавка. 12 столбиков. В третьем ряду провязываем 1 столбик, в следующий прибавку. Итак, будем вязать до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Всего таких 6 повторений. И в конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. Желтую нить отрезаем и переходим на зеленый цвет. Присоединяем эту пряжу зеленую. И там, где сделали вот переход цвета, эти две ниточки завязываем на 2 узелка.
И продолжаем вязать. Один столбик провязали, теперь 2 и прибавка. И так вяжем до конца ряда. Один столбик, второй столбик и прибавка. Всего таких 6 повторений, 2 столбика, прибавка, в конце 4 ряда 24 столбика. 5 и 6 ряды провязали тоже по 24 столбика. Теперь вяжем 7 ряд. В 7 ряду провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбиков 6 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ниточки эти все прячем вовнутрь и довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В конце 7 ряда 18 столбиков. Вяжем 8 ряд, 3 столбика. 1, 2, 3. После 3 столбика 6 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И до конца ряда довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. В конце 8 ряда 12 столбиков. По 12 столбиков провязываем 9, 10, 11 и 12 ряды. Теперь переходим на 13 ряд. И да, перед тем, вот как вывязывать все эти 4 ряда, наполняем ножку. Наполняем только вот нижнюю часть. Далее вся остальная вот ножка остается пустой. И теперь можем переходить на 13 ряд. Здесь вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После 4 столбика убавка. И еще провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После 4 столбика убавка. Теперь вот складываем ножку вот так пополам и провязываем 5 столбиков вот за 2 стороны. Так. Вот 1 столбик, 2, 3, 4 и 5. Ниточку отрезаем коротенькую
так как ножки будем ввязывать. Вот получилась такая ножка. Теперь будем вышивать ногтики, коготочки. Вот я отметила булавками, где будут располагаться коготочки. Это вот начиная от желтой пряжи и 2 ряда вверх, 1, 2. И между ногтиками вот по 3 столбика. Я взяла белую пряжу, прокалываю так иголкой, оставляю хвостик и делаю в одном месте 3 стежка. 1, 2 и 3. Теперь перехожу вот на второй коготок. Здесь тоже так делаю 3 стежка. 1, 2, 3 и на третий. 1, 2 и третий стежок, и возвращаемся вот в исходную точку. Эти 2 хвостика между собой связываем и прячем вовнутрь изделия. И вот получились такие ножки. Теперь свяжем ручки. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. Точно так же, вот как мы вязали в ножках. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда будет 12 столбиков. Третий и четвертый ряды вяжем по 12 столбиков. И переходим на пятый ряд. В пятом ряду провязываем 1 столбик. В следующем убавка. И так будем вязать до конца ряда. 1 столбик, убавка. Можно взять наполнитель, наполняем наполнителем, так как тоже будем наполнять только нижнюю вот часть. И довязываем еще 2 раза. 1 столбик убавка, 1 столбик убавка. В конце пятого ряда будет 8 столбиков. И вот провязали 6, 7 и 8 ряды по 8 столбиков. Теперь переходим на 9 ряд. В 9 ряду идет смена пряжи на цвет платья. Присоединили нить. Эти 2 хвостика завязываем на 2 узелка. И теперь
9 и 10 ряды вяжем по 8 столбиков. И вот розовая пряжа, их провязали 9 и 10 ряды. И теперь так складываем пополам и провязываем 4 столбика за 2 стороны. 1, 2, 3 и 4. И отрезаем нить. Далее будем вышивать коготочки белой пряжей. И теперь вот на ручках будем вышивать такие белые когтики. Я булавками уже отметила там, где буду их вышивать. Это вот от центра 1, вот второй ряд, вот над вторым вышиваем 3 и 4 столбики. И между этими коготочками будет по 2 столбика. Вышиваем точно так же, вот как вышивали на ножках. Хвостик оставили, только на ручках делаем 2 стежка, а не 3. 1, 2. Переходим на второй. 1, 2 и переходим на третий. Один, два. Ниточку возвращаем там, где мы оставили хвостик. Теперь эти 2 хвостика связываем и прячем нити вовнутрь изделия. Начнем вязать хвост. Берем желтую пряжу, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В первом ряду 4 столбика. Переходим на второй ряд. Во втором ряду провязываем 1 столбик. Одеваем маркер. Следующий прибавка. Снова 1 столбик. Следующий прибавка. И в конце этого ряда будет 6 столбиков. Теперь вот так выворачиваем вязание. Следующий третий ряд провязываем 6 столбиков. Два, 3, 4, 5 и 6. Этот хвостик спрячем вовнутрь. И переходим на 4 ряд. В 4 ряду делаем 3 убавки. 1 убавка. 2 убавка. И 3.
конце 4-го ряда получилось 4 столбика. Теперь желтую пряжу отрезаем и будем переходить на основной цвет. Переходим на 5-й ряд. Присоединили зеленую пряжу. Так, немножко неудобно. Вот так. 1 столбик. И сюда же провязываем 2 столбик. Эти 2 хвостика потом свяжем. И так в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 2-я прибавка. И 3-я прибавка. И в конце 5-го ряда получилось 6 столбиков. Показываю эти 2 хвостика, связываем. Переходим на 6-й ряд. В 6-м ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 1 столбику. Так, довязываем до конца ряда, и в конце 6-го ряда будет 6 столбиков. Вяжем 7-й ряд. Здесь провязываем 1 столбик, 2, прибавка. И так повторяем 2-й раз. 1 столбик, 2 столбик и прибавка. В конце 7-го ряда будет 8 столбиков. Теперь переходим на 8-й ряд. В 8-м ряду без изменения вяжем 8 столбиков. Довязываем их так до маркера. 9-й ряд 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. 2-й раз повторяем 1 столбик, 2, 3 и прибавка. В конце 9-го ряда 10 столбиков. 10-й ряд провязываем 10 столбиков. Вяжем их самостоятельно. 11-й ряд 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и прибавка. Повторяем 2-й раз. 1 столбик, 2, 3, 4, прибавка. В конце 11-го ряда 12 столбиков. 12-й ряд вяжем 12 столбиков. 13-й ряд 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. И так повторяем 2-й раз. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка.
14 ряд. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. И еще раз повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. И вяжем последний 15 ряд. Здесь провязываем 16 столбиков без изменения, так как было в предыдущем ряду. Нить отрезаем, и получился вот такой хвостик. Начинаем вязать туловище. Берем пряжу основного цвета, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду получилось 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду получилось 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик. Следующий прибавка. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик. Следующий прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. 2 столбика. 1, 2. И после двух столбиков прибавка. Снова так вяжем до конца ряда. 1 столбик, 2 и прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце четвертого ряда 24 столбика. Пятый ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. После третьего столбика прибавка. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика прибавка. В конце пятого ряда 30 столбиков. Шестой ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После четвертого столбика прибавка. Снова таких 6 повторений. В конце шестого ряда 36 столбиков. Теперь вяжем седьмой ряд. Здесь будем ввязывать ножки и хвостик. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь берем одну ножку и провязываем 5 столбиков вместе с ножкой. 1,
2, 3, 4 и 5. Теперь вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Берем вторую ножку и вяжем 5 столбиков вместе с ножкой. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь вяжем 2 столбика. 1, 2. Теперь берем хвостик. И вот за одну часть хвостика провязываем 1 столбик. Вот так провязываем. Верхние вот столбики не вяжем, провязываем за нижние. 2, 3, 4, 5. И вот довязали до маркера, но хвост еще не до конца ж привязан. Снимаем маркер, провязываем 1 столбик, одеваем маркер. Теперь второй столбик вместе с хвостом. Здесь нить отрезаем и будем переходить на пряжу цвета платья. И 1 столбик провязываем вот вместе хвост и туловище. Вот произошла смена цвета. Эти 2 хвостика завязываем на 2 узелка. И теперь вяжем столбики без накида. Их получится 28. Вот довязываем до хвоста. Вот довязали до хвоста. Теперь переходим на верхнюю часть хвоста и вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5. Вот как у нас получается. По верхней части хвоста провязали 5 столбиков. Снимаем маркер. Провязываем, начинается новый 9 ряд. Провязываем 1 столбик, одеваем маркер. По хвосту 1 столбик, 2,
и третий. И теперь вот в первый столбик, где вяжем по туловищу, провязываем за 2 половинки, для того, чтобы не было видно, когда будем обвязывать платье зеленого цвета. Во всех последующих столбиках вяжем за заднюю стенку столбики. А за переднюю стенку будем привязывать потом платье. И так вяжем по кругу. Теперь переходим на 10 ряд. В 10 ряду еще вот 4 столбика нам нужно провязать за заднюю стенку. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4. Вот, теперь все последующие столбики вяжем за 2 половинки. И мы будем в 10 ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика, убавка. И вяжем за 2 половинки столбика. 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. И так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, убавка. Всего таких 6 повторений. Довязываем их до конца. В конце 10 ряда 30 столбиков. 11 ряд. Вяжем 30 столбиков. Теперь переходим на 12 ряд. И вот у мальчика в 12 ряду мы формировали вот такой животик. У девочки мы его вывязывать не будем. И в 12 ряду вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И после третьего столбика убавка. Так вяжем до конца ряда. Повторяем 3 столбика, убавка, всего 6 повторений. В конце 12 ряда 24 столбика. И вот далее я вставлю видео, как вяжем вот туловище у дракончика мальчика зеленой пряжей. Но пряжу не меняем, вяжем по цвету платья до 17 ряда включительно. Вяжем 13 ряд. В 13 ряду тоже провязываем 24 столбика. Вяжем их до маркера. Вяжем 14 ряд, 2 столбика, 1, 2. И после 2 столбиков убавка. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика, убавка. В конце 14 ряда будет 18 столбиков. Наполняем игрушку наполнителем и вяжем 15 ряд. В 15 ряду вяжем 18 столбиков без изменения. Вяжем 16 ряд. В 16 ряду будем вязывать ручки. Провязываем 1 столбик, 2, 3. Теперь вот я отметила маркером, где будут располагаться ручки. Берем первую ручку и провязываем 4 столбика вместе с ручкой. 1,
2, 3, снимаю маркер и 4. Далее вяжем по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5. Снимаю маркер, беру вторую ручку и провязываем 4 столбика вместе с ручкой. 1, 2, 3 и 4. И довязываем 1 столбик и 2. Всего в 16 ряду 18 столбиков. Все ниточки прячем вовнутрь. Вот как выглядит и сейчас дракончик уже связанными вот ручками и ножками. Вяжем 17 ряд, провязываем 1 столбик, в следующем убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. 1 столбик убавка. В конце 17 ряда 12 столбиков. И после 17 ряда отрезаем розовую нить и голову будем вязать уже зеленой пряжей. И теперь свяжем платьице. Переворачиваем игрушку вот таким образом. И в том ряду, где мы вязали за заднюю стенку, вот передние стенки столбика у нас остались. И вот захватываем за эти передние стенки, присоединяем пряжу. 1, 2, 3 воздушные петли для подъема и провязываем столбик с накидом в эту же петельку. Переходим к следующему столбику. Провязываем столбик с накидом и сюда же провязываем второй столбик с накидом. Далее столбик с накидом и снова повторяем столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Из одного столбика вывязываем 2 столбика с накидом. Этот хвостик потом спрячем вот вовнутрь изделия. Теперь вяжем второй ряд. 3 воздушных петли для подъема. И в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику с накидом. Так довязываем до конца ряда. И вяжем третий ряд. 3 воздушных петли для подъема. И в каждый столбик предыдущего ряда провязываем тоже по столбику с накидом. И так вяжем до конца ряда. И вот получилась такая пышная юбка. И теперь продолжим вязать голову. И вяжем 18 ряд. В 18 ряду вывязываем голову.
И провязываем 12 прибавок. И вот так вяжем до конца ряда. После 12 прибавок получится 24 столбика. Вяжем 19 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3. И после 3 столбиков прибавка. Снова таких повторений 6. В конце 19 ряда 30 столбиков. Переходим на 20 ряд, вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. И после 4 столбиков прибавка. Снова так вяжем до конца ряда. В конце 20 ряда 36 столбиков. По 36 столбиков вяжем с 21 по 26 ряд. 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Переходим на 27 ряд. Здесь провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. И после 4 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. И в конце 27 ряда 30 столбиков. 28 ряд тоже вяжем по 30 столбиков. Довязываем так до маркера. И вот я вставила глазки на безопасном креплении. Глазки 14 миллиметров. Они располагаются между 24 и 25 рядами, и между глазками 6 столбиков. И продолжаем вязать 29 ряд. В 29 ряду провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. После 3 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 29 ряда 24 столбика. 30 ряд. 2 столбика, 1, 2. И после 2 столбиков убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 30 ряда 18 столбиков. Наполняем голову наполнителем и вяжем 31 ряд. Здесь провязываем 1 столбик и убавка. Всего таких 6 повторений. В конце ряда 12 столбиков. И последний 32 ряд. Здесь вяжем 6 убавлений. Так, на камеру неудобно так показывать, вязать. И вот так провязываем 6 убавок по кругу. И вот вверху на голове осталась небольшая такая дырочка, отверстие. Берем иголку и за каждую переднюю стенку каждого столбика вот так проходим. Шесть столбиков, потому так делаем 6 раз. И теперь затягиваем ниточку, прокалываем в центр и выводим где-то вот сзади, сбоку. И все, вот никакого отверстия нет. И вот так выглядит на данном этапе дракончик девочка.
Там, где вот глазки, я еще вот сделала такие реснички. И продолжаем далее оформлять дракончика. Я буду вставлять некоторые видео по оформлению вот мордочки и из дракончика мальчика, как мы вязали. Свяжем мордочку, и для этого берем белую пряжу. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем прибавку, оденем маркер, теперь один столбик, в последнюю воздушную петлю ввязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Вяжем по обратной стороне, и можно вязать вот этот хвостик. Один столбик, и в последнюю вот воздушную петлю провязываем прибавку. Всего получилось 10 столбиков. Это первый ряд. Вяжем второй ряд. 2 прибавки подряд. Одеваем маркер. Один столбик, и сюда же провязываем второй столбик. Одна прибавка. В следующий столбик вторая прибавка. Теперь один столбик. Далее 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, один столбик и второй столбик. Теперь третья прибавка, и четвертая прибавка. Теперь один столбик и 2 прибавки подряд. Первая прибавка и вторая. Во втором ряду получается 18 столбиков. И по 18 столбиков провязываем 3 и 4 ряды и оставляем нить для пришивания. И получилась вот такая мордочка. Теперь свяжем нижнюю губу. Для этого набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третью воздушную петлю от крючка провязываем полустолбик с накидом, и вот этот хвостик можно ввязывать. 1, 2, 3, 4. Все 4 столбика провязываем как полустолбики с накидом. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И отрезаем так, чтобы была нить для пришивания. Этот хвостик тоже потом отрежем. И вот я приколола мордочку, приколола вот близко здесь к глазкам.
И внизу, вот чтобы вы увидели, вот будет вот такой дугой пришиваться. Это для того, чтобы потом мы сюда могли пришить губу. И я показываю, как буду пришивать. Вот за основную деталь ниточку подтягиваю и за столбики на мордочке. Снова основная деталь и столбики на мордочке. Основная деталь и столбики на мордочке. И вот так пришиваем возле глазок. Когда останется уже небольшое отверстие, наполняем наполнителем и внизу вот пришиваем такой дугой. И вот так выглядит мордочка, вот когда мы ее пришили. Вот снизу такая дуга. Теперь берем губу нижнюю, берем булавки, тоже вот прикалываем ее так вот, чтобы она была дугой. В одну сторону прикололи и в другую. Берем иголку и будем пришивать вот по бокам и дугой вот к основному телу игрушки. Вот делаем стежок на мордочке. Так, фиксируем. Вот, теперь можно перейти вот в нижнюю часть и пришить там, где вот к голове, так, чтобы она лягла дугой, эта губа. В нескольких местах. Так, будем прихватывать. Так. Снова вот за губу, вот за столбики, за основную деталь игрушки. Так. И теперь будем переходить и пришивать вот на мордочке. Теперь вот за губу. Вот сбоку и еще за один столбик. Так вот, за губу прокололи. Вот. И теперь выводим иголку сбоку. Я ниточку не отрезала, ту, которая вот пришивала мордочку. И сейчас эти две ниточки свяжу на узелок. И вот получается такая вот. Зеленой пряжей я еще вышила носик и вывязала вот такие шипы гребешок.
Я вывязывала только на верхней части головы, на хвостику я не сделала. У мальчика мы вышивали от головы вот по туловищу и на хвостик. Так как здесь платье, я вывязываю только на верхней части. И далее вставлю видео, как его вязать. И вот теперь будем вязать гребешки, шипы. Я вот поставила булавку, где буду начинать вязать. Это отсчитывая от мордочки 1, 2, 3. Вот после 4-го ряда можно начинать вязать сразу вот и от мордочки. И будет располагаться он по центру всей игрушки. Убираю булавку. Беру желтую пряжу. Соединительный столбик присоединила. В следующий провязываю, в следующем ряду вот за столбики провязываю столбик без накида. В следующий ряду вяжу соединительный столбик. И теперь сделали накид. Вот в следующем сделали накид. Так. Провязываем полустолбик с накидом, воздушная петля. Из этого столбика вывязываем столбик с накидом, воздушная петля, и из этого столбика вывязываем полустолбик с накидом. Теперь из следующего вот столбика провязываем соединительный столбик. Далее столбик без накида. Снова повторяем соединительный столбик. Теперь сделали накид. И из следующего ряда вывязываем полустолбик с накидом, воздушная петля. Сюда же провязываем столбик с накидом, воздушная петля, полустолбик с накидом. Теперь вот в следующий столбик по игрушке провязываем соединительную петлю. Далее столбик без накида. Снова соединительная петля. И далее вывязываем вот такой гребешок. Свяжем ушки. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 1, 2, первая прибавка, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 12 столбиков и всего 6 прибавок. Вяжем третий ряд. В третьем ряду вяжем 1 столбик, второй, третий. После третьего столбика прибавка. И из последнего столбика вывязываем пику из 3 воздушных петель. Теперь 1 столбик, еще 1 столбик. Из этого столбика вывязываем пику из 3 воздушных петель. Один столбик, далее 1 столбик, вывязываем пику из 3 воздушных петель и сюда же провязываем второй столбик. Это у нас была прибавка. Теперь 3 столбика, 1, 2, 3 и в последний столбик прибавка. Это мы связали третий ряд. В третьем ряду получилось 15 столбиков. Отрезаем нить подлиннее, так как будем этой нитью пришивать. И этот хвостик отрезаем. И вот получилось вот такое ушко. Вяжем крылья. Я взяла белую пряжу. Набираем цепочку из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. И так вяжем в каждую воздушную петлю по одному столбику без накида. Довязываем их до конца цепочки. Всего их будет 14 столбиков без накида. И когда будете довязывать до конца, то этот хвостик тоже можно вязать. Вот что получилось. Крылья будем вязать поворотными рядами, потому делаем одну воздушную петлю для подъема, разворачиваем вязание и вяжем только вот за заднюю стенку. В первый же столбик, ничего не пропуская, провязываем столбик без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду 12 столбиков. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем за заднюю стенку. Не пропускаем никакого столбика. Сразу же в первый провязываем столбик без накида. И все столбики за заднюю стенку. Вяжем их так до конца ряда. Всего их будет 12 штук. Довязали до конца ряда.
1 воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем 4 ряд. За заднюю стенку вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 столбика не довязываем. Теперь воздушная петля, разворачиваем вязание, в первый же столбик провязываем столбик без накида. И так довязываем до конца 10 столбиков без накида. Довязали до конца ряда, 1 воздушная петля, развернули вязание и за заднюю стенку вяжем столбики без накида. 1, 2, это у нас 6-й ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце 6-го ряда 8 столбиков. Воздушная петля, разворачиваем вязание, в первый же столбик провязываем столбик без накида за заднюю стенку. И так довязываем до конца края, всего их будет 8. И вот связали, такое вот получилось крылышко. Теперь вот с этой стороны, с которой будем пришивать крыло, нужно его уменьшить и сделать более красивой формы. Для этого продеваем крючок вот так через столбики. Я не считаю, сколько получается, это произвольно. Вот собрали вот так на крючке. Теперь захватываем рабочую нить и через все эти вот петельки проходим так вот крючком. Так. Вот. И провязываем вот так столбик. Вот какое получилось крыло. Теперь эту ниточку можно отрезать подлиннее. Закрепляем нить, а хвостик оставляем для того, чтобы можно было пришить вот это крыло. Также вот я связала вот такие рожки. Они вяжутся очень легко. Набираем первый ряд 6 столбиков без накида и второй ряд 6 столбиков без накида. И оставляем хвостики для пришивания. Теперь приступим к оформлению и пришиванию других деталей. И вот приколола рожки, я их ничем не наполняла. И вот будем пришивать рожки. За основную деталь. И теперь за столбики вот на рожках. Ниточку подтягиваем. Снова за основную деталь. И за столбики на рожках. И так пришиваем вот по кругу одну деталь. Потом берем и пришиваем вторую деталь. И вот я уже пришила одно ушко. Сейчас покажу, как его пришивать. Вот взяли ушко. Отступать будем один столбик от рожек. Так, и пришивать на 2 ряда. Вот.
Так, подтягиваем. Так, я вот так разверну немножко. Вот теперь захватываем вот за столбики на ушке. Ниточку подтянули. Еще делаем один стежок. Вот так. И немного вот прихватываем с другой стороны вот столбик. Вот так. Как вы видите, если оставлять ушко только так, то будет сильно болтаться. Можно еще прихватить один столбик. Вот так. Выводим иглу на заднюю часть ушка. Вот видите, болтается и так вот сильно слаживается. И вот здесь вот я немного отступила вот один столбик от пришивания ушка и вот захватываю вот за столбики иголкой вот где-то вот посерединке. Вот видите, вот в первом вот ряду. И сделаю так вот несколько стежков. И вот видите, уже ушко не складывается вот так, не заворачивается. И еще один стежок. Вот, получается, мы так пришили ушко. Теперь делаем узелок и прячем эту нить. И вот как смотрится дракончик уже с пришитыми рожками, ушками. И теперь будем пришивать крылья. Крылья вот располагаем по центру туловища. Захватываем вот за основную деталь. Делаем стежок, нитку подтягиваем. И за столбики вот на крыльях. За основную деталь. И за столбики на крыльях. Теперь вот прихватим в нижней части. За столбики на крыльях и за основную деталь. Если хотите, то можно пришить еще вот так разверну в верхней части вот крылышко. Здесь тоже сделать две такие закрепочки, и чтобы крыло не сильно вот так отгиналось. И потом берем второе крыло и близко к этому пришиваем второе крыло. И вот так дракончик смотрится уже с пришитыми крыльями. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!